Итак, мы переходим к третьему варианту. Напоминаю, что это вариант для тех, кто смотрит на персон, с которыми познакомились в интернете вы. В общем, на манипуляторов. Ух ты, шустрые такие товарищи. По третьему варианту, на кого вы смотрите. Быстро хотели все, да, обтяпать, как им выгодно было бы. В общем, интересный этот вариант. Тоже загадала определенную персону. Ой, горемышную. Ой, не могу. Так, давайте же посмотрим. Напоминаю, посмотрите вступление к первому видео. Там первые 15 минут я вещаю о смысле сегодняшнего расклада вообще. Итак, смотрим, что же у вашего загаданного товарища из интернета. Общая картина в жизни, на личном фронте, в денежном эквиваленте, что там у него по деньгам и как повлияла на жизнь этого человека ваша чистка с обраткой. Вот так вот. Ну, здесь человек маг-манипулятор, да, такой, двигается все куда-то, хочет себя продвинуть. Налаживает свои какие-то связи, проекты. Короче, знаете, здесь вот, ну, вообще суть вот этого расклада. Смотрим именно, да, на манипулятора из соцсетей, понимаете? На человека, который манипулировал, лгал, создавал себе картинку того, чего нет на самом деле. То есть вы, возможно, как-то там к человеку, да, не исключали тот факт, что там можно пообщаться в реальности, как бы. Ну, а личность имела по отношению к вам определенные свои хитроумные планы. Итак, что по общей картине в его жизни? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Человек тут мир завоевывать решил. Но знаете, как-то неумело, глупо и по-детски. Здесь человек-манипулятор больше подходит, знаете, такой недоимператор, я бы сказала. Недоимператор. А еще знаете, чего здесь проходит? Короче, этот человек через интернет хочет найти себе вторую половину, дабы на эмоциях, знаете, получить ресурсы для своего продвижения. То есть здесь человек, который занимается скачиванием вашей энергии. Здесь вампиры, короче, энергетические. Кстати, этот человек может предложить как-то вам пойти на контакт, якобы говоря о том, что он идет на какие-то уступки. Что-то он там задумывается для себя о новых перспективах каких-то. Ага. О. У человека очень много страхов, есть подселенцы. Причем некропривязки у него идут. А здесь у человека, смотрите, на него идет травля. Его просто как весь мир затравляет в его
страхи загоняют. Знаете, ему нужно проработать детские страхи, обиды, и его туда вот все общество и тычет носом. Он в отчаянии по этому поводу находится. Все его проекты в подвешенном состоянии. Ага. Ага. Но этого человека есть вторая половина. Давайте скажем так. Допустим, меня смотрят девочки, вы познакомились с мальчиком в интернете, так вот, у этого мальчика есть семья, и он там несет обязанности. Он там... Ну, он там тряпка. Он тряпка, об которую вытирают ноги. Но он считает, что это приведет его к какому-то продвижению. И еще есть такой момент, что этот человек простраивает планы именно на вас. Но опять же таки повторюсь, здесь четкий расчет на то, чтобы с вас что-то поиметь. Возможно, вообще переехать к вам жить, понимаете? Уйти от старого, да, как бы замести следы, начать жизнь с чистого листа, где никто не знает, какое он говно. В его этих отношениях прошлых женщина от него отказалась, потому что, ну, она его подвесила. Когда женщины так поступают? Ну, когда человек по рыцарю кубков, извините меня, здесь мужчина низкой социальной ответственности. Ну, попросту говоря, мальчик-шлюшка. И он за счет общения в интернете повышает свою самооценку, а с женщинами в реальности он взаимодействовать не умеет, не хочет. Он корчит из себя недоимператора. Ой, непонятно. Еще здесь такой момент, что судьба над ним сыграла злую шутку через вас, потому что если этот человек решил когда-то проманипулировать вами, вы его жизнь полностью перевернули с ног на голову. Если этот человек, еще скажу вам так, так вот, ваша чистка с обраткой сработает так, что у этого человека вся жизнь его с ног на голову перевернется. И он о вас не забудет никогда. Он будет помнить, что жизнь была до вас и после вас. И он вообще здесь подумает, что вы ведьма, и что это вы сделали так, что у него в жизни, ну, все накрылось медным тазом. Ну, что они еще могут думать? Блин, ну... Несчастные люди, блин. Так, смотрим, что у него на личном плане. О, а здесь товарищ... так, расторжение брака раз. Если был в браке. Или была. Мальчики, на себя переворачивайте расклад, если на девочку смотрите. То есть, возможно, когда вы с ним общались, он говорил, что я там в браке ничего там обещать не буду, мялся, запинался, там, поняли, да? То есть здесь, ну, короче, он в итоге оттуда его просто выперли, попросили удалиться. И он теперь весь такой, знаете, король мечей, такой обиженный, короче. Естественно, вспоминает вас. Знаете, вот... Мне тут на ум приходит фраза такая, вот глядя на эти карты. Человек, вот знаете, это о мужчинах, ну, давайте скажем так, мы говорим сейчас о недомужчинах. Те, которые настоящие мужчины, прошу вас не обижаться. Но есть такая фраза, что нет картины печальнее, чем когда кобель растеряет всех своих сук, начинает метаться в поисках новых. Вот здесь примерно эта же картина масла.
что у него на личном. Мальчик, прости господи, понимаете? Что-то пытается отстаивать там. Там, где он находился в отношениях, осталось что-то его, он пытается это отвоевать. При этом, знаете, какую он позицию занял? Продавливает бывшего своего партнера, партнершу на эмоции, мол, знаешь, а вот давай вспомним, как у нас там было, не так уж и плохо, да? Вот, ну давай по-человечески, там часть тебе, часть мне. Но все равно, знаете, с гонором с таким, с гонором. Это из области, ну, меня ментально тянут несколько женщин, потому что я мальчик-шалашовка. А я всем рассказываю, что я всего в этой жизни добился сам. А на самом деле, ну, просто на энергетике женщин валит по жизни. И знаете еще чего? Здесь человечек начал задумываться о том, чтобы узнать побольше о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Хорошо, если человек начал разбираться в эзотерике. А плохо, если человек ушел в НЛП. То есть, дабы познать премудрости манипулирования человеческим сознанием с помощью определенных фраз, жестов, мимики, поведения. Проекты какие-то простраивает. Ну, здесь разрушенные, да, отношения, как я уже сказала, он уходит из них. Но, понимаете, здесь так еще интересно, возможно, он вообще на одной работе со своей там бывшей женой работал, да, у них общий бизнес, общая какая-то недвижимость есть. И, ну, человек, уходя от этого человека, теряет и в деньгах, теряет в работе, вообще смена работы идет, и это по высшему суду. Ну, то есть, что у него на личном? Императора скинули с пьедестала, понимаете? А если еще взять такой фактор неожиданности, когда вот женщинами, допустим, там мужчина, да, пользовался, 1, 5, 27 в разных городах по несколько, а он такой весь путешественник, по работе ездит, я все время занят, одна там баба стабильная сидит, его ждет, им вертит как хочет, он для нее стелется, потому что там есть дом, удобная кроватка, и знаете, как уютный уголок, куда можно приткнуться. Вот. И вот приходит такой момент, он встречает вас, а вы такая соображаете, что это кармический партнер, он вас выводит на новые вибрации, на новые потоки. Вы открываете в себе дар, допустим, да, какой-то там, да, даже ведьмовской, и тут хоп, вы забодяжили, чистка, обратка, и все остальные его женщины то же самое сделали. Прикиньте, как его поднакрыло, та шикардос. Девочки, ну, это, конечно, в идеале, чтобы волна такая пошла, но здесь, вот знаете, в основном так и бывает в жизни на самом деле. Что-то является спусковым таким рычагом, и все остальные как подключаются, все те, кого он предал. Итак, что там по финансам у него? Тоже весь в эмоциях, как и в первом варианте. Какие финансы? Ой. Думает о своей жизни. Бухает еще, тоже побухивает. Все 3 варианта у нас Бухенвальд сегодня. А вибрации Земли сейчас выходят на то, чтобы люди отказывались от своих пагубных привычек. То есть, что мы получаем? Да.
Все правильно, мы получаем плюхи, а они, ну, сами себя, короче, загоняют под плинтус. Здесь человек, знаете, пытается с помощью компромиссов как-то свою стабильность сберечь. Место работы, там, тот же оборот доходов, который у него был. Пытается переговорами как-то, разговорами, уговариваниями даже, я бы сказала, эти противоречия убрать. Убрать то, что ему мешает находиться вот в этом солнышке, когда он живет в свое рылко и себе ни в чем не отказывает. Ха-ха, но здесь пришла королева мечей, которая говорит: да хрен тебе за то, что ты меня предавал. Видать, там вскрылись его интересные моменты с барышнями из разных городов. И, короче, эта королева мечей сделала ему ататайньку. Тут точно его жена с ним ведет общий бизнес, или как-то вот есть завязки, понимаете, что его работа зависит от нее. И она так неплохо его поднагрела за его измены. Да, она узнала, что он ей изменяет, она очень обижена по этому поводу, и на фоне этого она начала просто зарубать все его проекты, зарубать его финансовый канал, и, короче, мстя ее страшна, она знает его болевые места и лупит безбожно прямо в них. Просто, безбожно лупашит. Видать, он, долго терпела она, короче, это все ахинею. Да, здесь, да, она ему перекрыла абсолютно все его надежды, планы, короче, по его бизнесу. Ах, что вам сказать, девочки? Понимаете, другая женщина очень неплохо выполнила свою определенную роль в жизни этого товарища. Она ему все эти финансы приподзакрыла. И хочу вам сказать, что она на это имела полное право, потому что она его законная женщина. Да, повторюсь, она узнала о его изменах. А у него, понимаете, параллельно с этим он больше не может с другими женщинами, как раньше, по ним бегать, поняли вы меня, да? Потому что денег-то уже не так много. И еще, знаете, тут такой момент, человек решил подзаняться какими-то практиками, магией, дабы наколдовать себе денежку. Понимаете? В очень редких случаях эта персона все же задумается над тем, чтобы углубиться в самопознание и открыть какой-то дар свой, открыть свои ресурсы, не пользоваться, не красть у других, да, а открыть свое. Но это 1 на миллион, наверное, из таких личностей, которые, на это пойдут здесь. Потому что здесь я вижу, что у человека больше идет заинтересованность, как побыстрее получить пентаклики свои. Как побыстрее осуществить все свои планы, надежды, что касаемо бизнеса, своих финансов. Вряд ли тут человек будет думать об открытии своих каких-то талантов. Скорее всего, он будет изучать магию для того, чтобы найти ключи, чтобы бабла подсрубить, якобы наколдую сейчас. Итак, теперь смотрим, как ваши чистки с обратками
повлияли на судьбу этого человека. Ну, тут сразу вы, Верховная Жрица. Если мальчики глядят, значит, меня глядят маги и практики. Ну, здесь вы, да, тут нормально вы поработали, потрудились над тем. А над чем вы потрудились, девочки? Смотрите, а вы здесь потрудились очень хорошо над тем, чтобы ваша пятерка пентаклей, в которую этот человек вас вогнал, то есть, знаете, вот такая вот духовная, да, какая-то нищета. Он как будто вас обокрал, понимаете, вы горели. У вас были идеи, вы как-то воодушевились при общении с этим человеком, а он, получается, как обокрал вас на ресурсы, он обокрал вас на радость, на какую-то легкость, да, как бы, ну, замануху кинул, да, а в итоге потом, короче, дал, допустим, вам одну конфетку шоколадную, а забрал килограмм. Поняли, да, насколько неравноценный обмен. И вы здесь нормально так приложились, чтобы вот эта пятерочка ваша пентаклей ушла по справедливости ему. И как уже его там поднакроет жизнь, все на усмотрение высших сил. Ну, красиво, красиво. Что вам сказать? Ну, по праву отстояли свое, правильно. Не хочешь по-человечески, окей, по законам вселенной все равно вернешь мне то, что мне причитается, то, что я в тебя вложила. То есть никогда заведомо не обманывайте ни себя, ни людей, не пользуйтесь ресурсами других людей, не пользуйтесь доверием других людей, не играйте их чувствами, их искренностью. За это всегда будет ататайка. И это факт. Ну да, вечный баланс, он там в иллюзиях будет пребывать, бедолага, что-то отстаивать свое. Но он под мороками. Скорее всего, что его там, ну, жена тоже неплохо на него приложилась в плане опоя кормы, дабы он рядом с ней сидел. В итоге не получилось, и у него пошло это в блядство ушло. И, ну, вытекающие последствия. Тут он нарывается на вас, как бы, ну, схема со всеми работала, с вами не получилось. И он такой, блин... Могу им себя, возможно, возомнил каким-то. И, короче, его тут отхлестали кожаной плеточкой. То есть есть люди, с которыми нельзя как со всеми. Вот вы оказались именно тем человеком в его жизни. С вами нельзя было как с другими. И на вас, собственно говоря, вот эта лавочка для него и приподзакрылась. Что тут еще сказать? Ой, ну все он в каких-то ожиданиях, что его разочаровашки пройдут. Тоже побухивать товарищ может. Знаете, здесь тоже человек, который ничего не хочет предпринимать, но иметь все, и чтобы все вокруг него вертелось. Вот так вот. Хочу вам еще отстегнуть с этой колоды инфы. Третий вариант. Первому варианту как-то не хотелось. Видать, род не сильно общаться желал с первым вариантом. Вообще что-то выдавать по вашему бывшему партнеру. Здесь, возможно, тоже бывшие партнеры. Но здесь, скорее всего, отношения на расстоянии показываются. Итак, смотрим. Ну что, здесь вообще прям шикарно. Ребята, через этого человека вы открыли в себе солнце жизни, свои потоки, вы открыли, вы прокачали неплохо свою 4-ю чакру. Возможно, вам где-то сделали больно, задели, но через эту боль вы переходите на свой новый уровень, виток. Это по справедливости вас выводят на вашу духовность.
Этот человек неплохо вас качнул. Угу. Вы знаете, через этого человека, через борьбу с ним, отстаивание своих каких-то взглядов, своего мировоззрения, вы приблизились к своим предкам. Вы как бы не боялись оголить свои чувства, ждали того же, да, а человек там, выделывался, короче, но это его проблемы. Вы здесь проработали себя. Он как-то там хотел затянуть время, чтобы вы находились в таком вечном ожидании, знаете, и в замутненном состоянии разума. Но смотрите, еще момент. Вы, видимо, встретив этого человека, тоже задались себе вопросом, а какого ляда я до сих пор встречаю вот таких вот манипуляторов, абьюзеров, нарциссов в своей жизни? Какого фига, как по кольцу вот эта вот ситуация в моей жизни идет? И вы начали копать вглубь себя. Копать, 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 и таким самым вы начали выводить себя на новые обороты и развязывать кармические вот эти вот родовые сценарии, понимать, каких людей вы притянули, прорабатывать себя, дабы их больше не притягивать в свою жизнь. Плюс еще вам пришлось поотстаивать свои права, свои интересы. Этот человек также неплохо встрял в ваш финансовый канал. Он вас научил защищать свою территорию именно финансового плана, стабильности. То есть, вы с этим человеком, так я же говорю, неплохо себя качнули в хорошую сторону. Да, здесь вы с помощью этой личности много чего осознали насчет себя, насчет отношений в целом между мужчиной и женщиной, да, как что должно строиться, как что должно проходить. Если вы еще в процессе выяснения каких-то моментов, то поймите, что каждый раз, когда вы либо смеетесь, либо ругаетесь с этой личностью, он энергетически скачивает, ворует вашу энергию с 4-й чакры. И у вас она, естественно, начинает болеть. То есть вплоть до того, что болит сердце там, вплоть до такого сейчас может доходить. И вам этим дают понять, что это ненормально. Нормальные отношения, полноценные отношения между двумя равноценными личностями не должны приносить никакой боли ни одному, ни второму. Не должны приносить никакого деструктива, каких-то непоняток, недоговоренностей. В общем, я думаю, вы меня услышали, в какую сторону вам, если что, вдруг двигаться. Смотрите, свидание у вас, конечно, возможно, но здесь падает другой человек. С другим человеком у вас возможно свидание, знакомство. Ах ты, ё-моёшки. Так, я поняла. Короче, этот человек будет из себя строить короля жезлов, что он берет на себя там ответственность, такой весь, знаете, энергичный такой вот, и вы ему нравитесь, и я тебя там хочу, и трали-вали, тополяли. В общем, люблю, туфли куплю. Будет из себя выдавать еще короля пентаклей, якобы говоря о том, что ой, да я там, у меня там
и квартира, и дом, и яхта, и вы поняли, куда я хочу вас подвести, но на самом деле это будет ложь, обман и манипуляция. Проверяйте всю подноготную этой личности. Даже если встретится новый человек, либо же это ваш вот этот товарищ придет под маской, либо же вы, если встретите другого, то знаете, что это точно такое же, только в профиль. Поэтому тут идет, что, ну как, вам еще что-то нужно в себе проработать, дабы такие товарищи просто не попадали в ваше биополе, в вашу жизнь не приходили. Итак, смотрим по оракулу теней. Опа, на Самайн. Самайн, работаем на Самайн. Работаем, не покладая ручек. Ну, давайте оставим. Ладно, что хотят сказать. Так, поглядим, раз выпал. Возможно, на Самайн вы оборвете привязки с этой личностью полностью. Либо для вас что-то откроется, вскроется какая-то его ложь и тому подобное. Давайте смотрим. Вообще, это кармическая ситуация. Вот этот человек в вашей жизни, это, ну, он ваш учитель. Вот. Так, смотрим сейчас ваше зеркало в этой личности. Что вам нужно в себе проработать, глядя на судьбу этого человека, глядя на него, на его поступки. Что вам нужно проработать? Но здесь старые родовые программы, когда встречаются такие абьюзеры, это понятное дело. И совет вам. Совет. Совет как не хочет вылазить из колоды. Да, истину, смотрите, вы с помощью магии откроете истину. Делайте ритуалику на то, чтобы увидеть то, что скрыто от вас, чтобы вам во сне показали истинное обличие этого человечка. Так, смотрим, что должны в себе понять. Вы должны здесь понять, что вы не должны пририсовывать человеку те качества, которых в нем нет. Но вы хотели бы их видеть. Опять же таки, не нужно на себя там пуха накидывать в отношениях. Рано или поздно это все вскрывается. На это, ну, строить отношения на какой бы то ни было лжи, это заведомо проигрышный вариант отношений. Даже если вы соврали в какой-то там, я не знаю, мелочи. Попробуйте всегда говорить правду и то, что вы думаете. Здесь, да, здесь... Здесь еще есть по роду проклятия. Причем, знаете, группой людей, много людей. Это вот как желали женщинам вашего рода, чтобы у вас вот мужики вот такие вот были. Недомужики, понимаете? Вот это можете все в Самайн обнулить. Разберитесь в себе, какого фига вот такие личности к вам в жизнь притягиваются. Проработайте свои детские страхи, комплексы, недолюбленность. Отношения со своими родителями. И эти мужики к вам больше не будут притягиваться. На Самайн поработайте, на новолуние, которое будет после... На Самайн, в общем, у нас идет полнолуние, а потом будет новолуние. Ваше ясновидение откроется.
у вас что-то обнулится. Но нужно приложить усилия. Ага, да, вот родовая магия. То же, что я вам и сказала, девочки, мальчики, выметайте отжившие родовые программы. Не нужно цепляться за абы что, выдумывать о нем то, чего на самом деле этот человек не представляет. Не нужно никогда никуда спешить, просто дайте ему время, он покажет себя. Отслеживайте, наблюдайте. Выметайте старые ненужные родовые программы из своей судьбы. Обнулите их. На Самайн работа, на следующее новолуние работа. Месяц пахоты у вас. Прорабатывайте свои внутренние страхи, пожалуйста. Свой гнев. Совет вам. Ритуалику на свою уверенность больше делайте. Чтобы вы сами себя не зажимали. Вам тут сами боги будут помогать. Особенно, слушайте, поработайте с Велесом. Велес. Ритуалику с ним проведите на уверенность. Чтобы вы были уверены в себе, понимаете? Вам больше уверенности в себе нужно. Да, это паттерны из детства, там где-то от родителей это заложено идет, что вы, как знаете, пасуете задолго до того, а тот человек, получается, вас как, ну, проверил на прочность, да, понял, что можно на что-то нажать, на ваше болевое, и все это вскрываться начало. Да, поработайте, пожалуйста, над своим свечами, поработайте, заклинания, за пределами дома работайте, с Велесом, на местах силы, пожалуйста. И сделайте выбор в пользу себя, своего процветания. Ритуалика на открытие дорог. Открытие, то есть денежные там каналы, денежный канал почистите, пожалуйста. Открытие дорог. Все, короче, в свое рыльце. Научитесь любить себя, вот так вот здесь хочется сказать. Вот смотрите на этого эгоистяру и поймите, что нужно любить себя вот не меньше, чем он себя любит, понимаете? Перестаньте вкладываться в людей, которые этого недостойны. Вообще даже вашего внимания, если честно. С такой подноготной. Поэтому здесь вот такой вот совет вам. Смотрите, опять Самайн. Ребята, полнолуние и Самайн. У вас вот точно в это полнолуние при работе на местах силы Самайн очень много чего обнулится. И полетят, как говорится, обратки вот этому товарищу. Если он еще там на вас магию применял, да, секунду. Да, применял магию, смотрите. Дьявол выпадает. Да, на ваши эмоции и чувства подсаживал, короче, вас на себя. Самоутверждался за ваш счет, вас в разочарование вгонял. Для того, чтобы получить ваше изобилие, ваши способности, понимаете? При общении с вами человек понял, что он приобретает ресурс и энергию для того, чтобы чувствовать себя мужчиной. Вот так вот. Угу. Вам нужно научиться защищать свои собственные границы, особенно что касаемо сердечной чакры. Да, вам тут очень многие силы помогут. Так что дерзайте. Все у вас получится, ребят. Итак, на Таро веретника
Наверняка посмотрим еще, что у вас тут по советам от рода. Ну, вообще, что вы должны знать за этого человека. Вот знаете, здесь, если кто... Опа-на, здравствуйте. Здравствуйте. А что это у нас тут? Что это у нас тут? Смотрите, ну вам дают ангела-хранителя, который вас будет защищать от лицемерия, от вот этих подлых людей, которые считают, что они сами для себя как идолы, понимаете? Они себя настолько любят, что вам нужно поучиться у них, как нужно любить себя. Но у них там нездоровая любовь к себе, понимаете? Но вам нужно немножечко вот этого у них забрать, чтобы их осадить. Баланс во Вселенной, чтобы был. Смотрите, сострадать этому человеку не нужно. Почему? Потому что есть здесь моменты типа приворота. Но смотрите, практика НЛП примерно так же само работает. И примерно это вообще любые действия на подавление волеизъявления другой личности – это темная магия. Ну, вот, чтобы доступным вам языком я пытаюсь это, в общем, донести, чтобы вы поняли. Через этот приворот, понимаете, эти манипуляции, человек еще как-то хочет, чтобы вы его простили и накидать пуха на себя, вам мороки понакидывать, чтобы вы его видели в том свете, в котором он более выгодно в ваших глазах смотрится. То есть будьте осторожны. Здесь, кто уже давно с этим человеком не общается, из праздного любопытства посмотреть на эту личность, да, что у него и как у него сейчас, да ни хрена у него сейчас. На том же уровне, на котором вы его и оставили, по сути дела, человек остался. Отгребает, не может понять, в чем затык, и пока у него усиление на то, чтобы где бы хапнуть еще, как он хапал ранее, и в деньгах, и в ресурсе, и в женщинах, и, в общем, вы поняли, услышали меня. Так, что еще у вас тут? Работа на кладбище, господа. Работа на кладбище вам. Кому сыкотно на места силы. Для начала. Но вам нужно на кладбище, потому что через этого персонажа вам показывает, что в вашей родовой системе есть такие программы, при которых вы будете встречать вот таких недоразвитых мужчин. И будете их принимать как за нечто сверхъестественное. Вам нужно эти программы обнулять. Это работа с родом. Здесь только без никаких сюси-мусюси, пупуси, кукуси. Пошли, сделали все как полагается, отрубили, отсекли и валим вперед по новым энергиям в новые вибрации, в которых вас ждут адекватные, достойные вам мужчины, которые будут способны как его там, сказать-то, забыла уже слова, 3-й час записи идет. Так, секундочку. На взаимовыгодный энергообмен. Поняли, да? Вы вложили в человека, он столько же в вас вкладывает. Да, на погосте договора нужно заключать. Так, снимать мороки с себя через погост. Через место силы на... Ладно, начните с мест силы, если кто побаивается. Вы должны навсегда отречься от того, чтобы пребывать в состоянии практически суицидальном,
должны отсечь от себя подселенцев, которые на вас сидят и прописывают вам вот эту программу, где у вас ломается ваша воля. Вот что вам нужно сделать. Ребят, примите уже это решение, получите ваше благополучие, получите расплату, помощь вам, и ангелы-хранители, и предки духи вашего рода дадут вам помощь для расплаты над этой ситуацией. Все, кто вас обижал, получат неплохих пирожочков к Новому году. Это какой к Новому году, блин? Уже на Самайн они могут его получить, то есть это 31 декабря. 31 октября, 1 ноября, 31 декабря, да, я сказала, что-то значит будет 30, возможно даже к 31 декабря ситуация подзакроется. Сейчас энергии очень быстро проходят. Скажу вам так, некоторым людям еще лет 5 назад для того, чтобы пройти вот эту ситуацию, нужно было трудиться 4, 3, 2 года. Вы сейчас можете обнулить родовые программы за счет энергий нынешних, которые в мире проходят, за 2 месяца. То есть, я считаю, что это круто. Это реально круто. Не зависайте в этом всем. Освобождайте себя, пожалуйста. Угу. Защиту получите. Не переживайте, защиту получите вы. От рода. За то, что вы жертвовали собой, многие из вашего рода, души, встанут по высшему суду на вашу защиту и пойдут раздавать люля-кебаб. Всем, кто вам не отдал столько же, сколько вы вложили в этих людей. Это доверие, эмоции, чувства. Кто-то и деньги вкладывал. По высшему суду там будет расплата, и помощь вам пойдет. И по высшему суду с ними разгребутся, разберутся за их лицемерие, за их ложь, за то, что они вам жизнь отравляли своими сплетнями еще. Угу, исцеление по высшему суду. Работайте, ребят, работайте, пожалуйста. И будут вам плюхи. Кто сомневается, вообще не сомневайтесь. Все, дороги открыты. Да, вам тут только предстоит учиться тому, чтобы распознавать и как распознавать лжецов. Здесь, если в магии, то здесь только в начале учения. Угу. Открывать свой дар. Молитвы ваши будут услышаны. Слишком вы замкнулись в себе. А у вас есть определенные способности, с помощью которых вы будете приносить пользу этому миру, обществу и человечеству. И через вот эту персону вас просто выводят на эти вибрации. Вот и все. Но потрудиться, поработать, искать, учиться, да, это придется делать. Смотрите, какие карты выпали. Решение и свершение. То есть многие из вас после этого расклада реально примут решение уже не бояться, а действовать. Ну что ж, я буду только за вас рада. Чем больше людей на высоких вибрациях, тем, естественно, полезнее это и для нас, и для нашего рода, и для наших детей, и для человечества в целом, и для планеты Земля в целом. Потому что, как ни крутите, только в единстве мы сможем преодолеть то, что нас ожидает уже к 30-му году. Это так. Маленькие нюансы. Так что вот такой вот был третий вариант у нас. Вот, оставляйте, пожалуйста, ваши лайки, дизлайки, комментарии. У кого есть желание, можете оставлять ваши истории, как у вас это вообще проигрывается.
проигрывается ли вообще. Вот. Поэтому на этом, думаю, буду я завершать свои повествования, так как на каждый вариант сегодня я уделила по часу. Думаю, вы останетесь довольны. Все, всем пока-пока.